подписчики, друзья. И здесь вот эти две карты вышли на дне колоды. Это колода «Ангелы любовных отношений». И я сделала заставку на это видео из этих двух карт, которые были на дне колоды. И они говорят о том, что будет любовь, express your love. Выразите свою любовь, выразите свои чувства. Очень важное слово express, то есть вырази. Оппозиция к слову экспресс — это depress, то есть держать в себе депресс внутри, а экспресс — выразить любовь. Вам намек на то, что женщина тоже должна выражать, ну, если хочет выражать любовь, не только ждать это от мужчины. Ну, это одна из трактовок. Я еще буду делать сейчас детальный расклад, и посмотрим там тоже. Вот эта карта называется, интересно, codependency, то есть когда люди зависят друг от друга по разным причинам, и об этом может быть разговор. Я карты оставлю на столе, чтобы они участвовали в этом предсказании для вас. Видео актуально тогда, когда вы нашли на любовную тему. Любит ли он вас, мысли, чувства мужчины, а также собирается ли он поздравить вас с праздником 8 марта. Я буду делать расклад на Таро, конечно, как обычно. Это карты Таро, короля Артура. Напоминаю вам, всем, дорогие друзья, что король Артур — это как у христиан Иисус Христос, то есть Спаситель. Это вот такой собирательный архетип Спасителя. И он присущ разным народам, только по-разному называется. То есть карты очень сильные, очень-очень сильные. Итак, Таро и Оракул любви. И мы спрашиваем для вас, именно для тех, кто смотрит, в ваш момент, посмотреть, что мужчина чувствует. Вызовем его на откровенный разговор. Что он чувствует, какие чувства он испытывает, мысли к вам. И как он собирается поздравить вас. Ну, так называемый Международный женский день, да, такое название немножко суровое, но на самом деле это очень хорошая идея за этим стоит. Идея за тем, что вообще как социализм был впереди самых других стран, потому что именно это плюс социализма. Как в любой системе есть минус и плюс, но это definitely точно плюс, потому что уже в 1917 году было провозглашение, по-моему, в 1918 вышел декрет Ленина о равенстве мужчины и женщины. И это абсолютное чудо, был пример всему миру, но, к сожалению, железный занавес не позволил вот этой хорошей новости, да, good news, как распространиться на весь мир. И до сих пор еще в некоторых странах женщина является собственностью мужчины. Но об этом сейчас речь не идет. Идет речь о том, как он к вам относится. Относится ли он к вам как к равной себе, или же как к той, которая может его обслужить, что-то ему дать, использовать, манипулирует и так далее. Но вот первой картой мы вызовем мужчину и спросим у него то, что он, может, постесняется вам сказать, его тайны. Как он действительно относится к архетипу женскому, который проявляется через вас. Потому что на самом деле вот эта архетипичность, эгрегор, другими словами, да, архетипичность, она проявляется через близких людей. Так вот, как он именно к вам относится, как к человеку, да? Карта скажет нам. Смотрите. Хорошая очень карта, кстати. И она говорит, это рыцарь. И она говорит о том, что, безусловно, ему очень важно знать, что вы — это просто личность. И знаете, бывает интимность в спальне, а бывает интимность, не сексуальная интимность. И эта интимность выше всего. И когда люди могут быть интимными, non-sexual, не сексуально, эти люди будут очень большими любовниками и так далее. То есть вот здесь рыцарь говорит, хорошие новости вам приносит эта карта, а его, знаете, не патронайза, не покровительственной любви. Хотя мы, женщины, на каком-то уровне этого тоже требуем, нуждаемся в этом. Он, скорее всего, вас, понимаете, считает себя равной абсолютно. Вот еще одна карта, и мы видим здесь и пентакли, и жезлы. Пентакли говорят о его ценности, что вы для него ценный человек прежде всего. Рыцарь — это хорошие новости.
о том, что будет свидание, и он с вами как с личностью прежде всего идет на свидание, а не только какой-то объект обожания. Хотя мы, женщины, часто провоцируем мужчин на это. Мы хотим быть их объектом обожания. Здесь есть свои плюсы и минусы. Ничего нет категоричного в жизни. И вторая карта – это шестерка жезлов. Очень хорошая карта победителя. Мужчина хочет быть победителем в ваших глазах. Ну, в общем, вот такой патриархальный архетип, тоже мужчина-победитель, да. Он хочет, чтобы вы восхищались его силой мужской, его умением победить, быть первым, или в профессии, или в еще мужских каких-то качествах. И обе эти карты предполагают встречи, и, конечно, он планирует на 8 марта встретиться, он хотел бы прийти. Шестерка – это подарки. Прийти с подарком, мечтает и думает об этом. Ну, а сам рыцарь – это встреча, свидание. Это то, что он планирует вам позвонить, дать знать, что он хочет с вами встретиться. Что еще скажет Таро о мужчине и его чувства? Смотрите, это такой ваш семейный герб, если вы замужем или нет еще. Некоторые слушатели невнимательно слушают и обвиняют меня в комментариях, что я не говорю для всех неправда. Я всегда говорю, все замужем, не замужем, познакомились, и даже если еще не знакомы. Так что там, прежде чем написать такой комментарий, ну, послушайте все видео, потом делайте выводы, да. Вот именно вот эта карта, это паж. Это паж очень хороший, потому что это паж пентаклей. То есть он хочет заработать. Он сейчас, может, берет какую-то подработку, как будто ваш герб такой, да. Здесь такой ракун какой-то, да, вот. То есть он как ракун такой busybody, то есть старается очень. И даже, может быть, где-то больше, чем даже он ожидал от себя. Здесь как герб, бумага, в общем, все интересно. Он хотел бы, чтобы вы были с ним пара, чтобы была бумага, ну, то есть это свидетельство, может быть, о заключении брака, если еще пока у вас такого нет. И эта карта говорит, что мужчина хочет заработать, чтобы вас обрадовать на праздник. Хорошая карта. Итак, вызовем его и спросим, а какие же у него мысли относительно вас в тот момент, когда вы смотрите. Десятка чаш. Мысли как о жене, о супруге, даже если вы еще даже не знаете друг друга. Кстати, правильно делают некоторые девочки, даже если вы еще не в отношениях. Такие расклады они убирают, может, какой-то блок, даже родовой блок, который может препятствовать счастливым отношениям. То есть расклады расширяют сознание, это их самая главная миссия. Когда расширенное сознание, человек сам собой в мире, конечно, у него будет счастье и любовь. И это десятка чаш. Вы знаете, эта карта иногда вот именно вот в этой комбинации, она говорит вот о чем. Я вам скажу, сейчас все канал этой комбинации считаю для вас. Она говорит вот о чем. Спросите, задайте себе сейчас вопрос, если пожелаете, если есть желание во время этого расклада, задайте себе такой вопрос. А хотели ли бы вы выйти замуж за себя саму? Да? Я перефразирую на английском. Would you like to be married to yourself? Это интересный вопрос. Тогда мы посмотрим на себя глазами партнера. Если мы спросим сами у себя, вот интересно, ну это магия такая, да, такой магический вопрос. Хотели бы ли вы жениться на себе? У меня, кстати, есть чистка «женитьба на себе» очень мощная. Я даже не знала, что есть такой психологический термин, когда я сделала эту чистку 6 или 7 лет назад. То есть, да, сейчас вот такой вопрос у меня к вам. Хотели ли бы вы жениться на таком человеке, вот вашей копии, если бы можно было сделать клоун, да, то есть вашу копию из вас? Хотели бы ли вы быть замужем вот за таким человеком? Я не говорю о там половом принадлежности, нет, просто о человеческих качествах, о качествах характера. Потому что десятка чаш – это очень счастливый союз в семье, когда люди понимают друг друга. И вот такой вопрос поставит вас на цыпочки, да, в своем собственном космосе, где вы ответите на себя, комфортно ли вам с самим собой. Помните, как в Морозко? Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красавица, тепло ли тебе внутри? И там в этой сказке, ну как в любой советской сказке, очень много мудрости для взрослых. Тепло ли тебе внутри? Все равно, что происходит наружу. Да? Как, например, survivors of Holocaust, люди, которые пережили концлагерь. Вопрос такой, кто пережил? Тот, кто сказал, не они меня взяли в плен, а они сами в плену. И никто не может
поменять то, что у меня в сердце и в мыслях. Да, это мое, четко мое property, это мое. И если вы себя спросите, хотели ли бы вы быть женаты на себе самой, вот это ваш свет, этот внутренний, десятки чаш проявляется. И если ваш ответ «да», значит, все нормально. Потому что тогда нормальные отношения, когда вы внутри себя в ладу с друг другом, внутри себя и с друг другом. И вот это десятка чаш. Там, знаете, Райдер Вейт, они держатся за руки, радуга, дети на полянке пляшут, есть дом общий. Эта карта говорит, у вас возможен общий дом, у вас возможен общий быт, у вас возможно взаимопонимание. Близость как сексуальная, так и несексуальная близость. И только вот эти две вещи, и сексуальная, и несексуальная, вместе связаны, дают счастливую жизнь вместе. Десятка чаш – это счастливая жизнь вместе. А паж Пентакли – это ваш именной герб, можно сказать, да? Да, именной герб, другими словами, это те правила, которые вы создали для себя, когда вы решили жить вместе. Может быть, еще не решили, но вот решаете, и он решит. И он в вас очень заинтересован, тот, о котором вы сейчас думаете, которого вы любите. Я могу сказать, что по этому раскладу он вас очень любит, потому что десятка чаш – это самая лучшая карта, что касается любви на всю жизнь. Я хочу спросить у Таро, что может ему помешать поздравить вас на 8 марта и что может помочь. Две карты возьму. Первая, давайте начнем с того, что помешать может, да? А вторая, что может помочь ему. Поздравить вас с 8 марта и, может быть, поднять ваши отношения на новый уровень. Давайте посмотрим. Итак, что может помешать? Вот эта карта. Здесь вы видите тоже десятку, и это десятка Shields. Shields – это король Артур, это имеется в виду Пентакли. Итак, мы видим здесь десятку чаш, я уже говорила, такой вопрос же хотели бы вы быть женаты на себе, и он хотел бы, он же женатым на себе быть. Если вы придете к такому психическому здоровью, а это дорогого стоит, к этому стремятся карты, вам помогают, вы будете очень счастливы в этом. А десятка Пентакли – это его род. И мы спросили, что может помешать ему поздравить вас с 8 марта или же продвинуть ваши отношения на новый уровень. И я вижу десятку Пентакли, очень хорошую карту. Это такая домашняя империя, да? Когда есть соприкосновение поколений и родовая память, она сбалансированная. Ведь что такое память? Память – это благословение. Когда мы понимаем, что вот именно здесь эта карта родовой памяти, которая на вас влияет. Если вы через эту карту получите вот такую энергию, что ваше прошлое – это ваша история, которая вот какая вы сейчас, это сделала вас такой, ваша история, ваше прошлое. А ваше будущее, все зависит, вы делаете свое будущее сегодня. И в этой карте Rider Waite мы видим там и детей, и внуков, и правнуков, и какую-то империю, что ли, семейную, да. Но позиция этой карты, что может помешать? Помешать может его, вот, естественно, вы сами догадались, потому что это классика. Да, мать, если у него такая мать, которая считает, что не создал Господь, Бог, женщину, которая была бы достойна ее мальчика. Он до сих пор для нее мальчик. Такая мать может нашептать гадости. Абсолютно по незнанию, потому что она не возвышенная душа, да, застряла где-то в своих нерешенных проблемах со своим мужем, и она их проектирует на сына. Такое может быть. Или же еще что-то родовое, что какая-то выгода. Выгода может братьев, сестер, детей, родителей, сильная выгода. Выгода других людей, третьих лиц, какая-то выгода, их выгода, чтобы он был один, чтобы у него ничего не складывалось. Это может помешать его семье. К сожалению, это классика. Вот карта вышла, кстати, классическая. Вы этого бояться не должны. Потому что чаще всего сам Творец, он создает ангела любви между вами и мужчиной вашим, ангел любви. И этот ангел любви, он научен самим Творцом делать вот что. Когда мать против, и она наговорит гадости ему о вас, ангел любви делает так, что он еще сильнее вас любит. И получается заговор двоих против семьи, против всего мира, как Ромео и Джульетта. И вы это знаете сами. Так, следующая карта, что может помочь ему прийти. Видите, как неожиданно. Это туз меча. Что может помочь? Решительность, да? Вот кажется, хорошая карта вышла, что может помешать.
Вот эта сплоченность его семьи против него же самого, потому что у каждого в его семье шкурный интерес. Или же черты какие-то характера, которые он унаследовал. Не очень-то. А вот на что может помочь, вдруг выходит мечевая карта. Мечи, ну, конечно, мы знаем, что это иногда бывают мысли, хотя мысли могут быть во всех мастях. Мечи – это что-то неудобное, что-то неловкое. Меч – это какая-то проблема какую-то, которую нужно решать, какая-то задача. И он хочет решить эту проблему. Теперь, когда я эти две карты вижу вместе, я вижу, что ваш мужчина хочет решить эту проблему, что его семья указывает ему, как ему жить. И он тем, что он хочет быть с вами, это любовь, но это тоже его чувство такое, что никто не имеет права ему из его семьи диктовать, что ему делать, потому что туз меча – это его решительность. Это его решительность быть с вами в этот день. Он должен быть с той, кого он выбрал, да отделиться муж и жена, и уже новая перефразировка Библии, от своих родов и будет вместе, да, так тому и быть. Очень интересный расклад, очень-очень. Мужчина проявит решительность, и его семья будет удивлена, потому что эта решительность ему была не свойственна до сих пор. И его родные люди, они поймут, что это не их место указывать ему, как жить на этом свете. А сейчас мы будем с вами раскладывать действительно Таро любви. Это, ну, не Таро, это оракул. А вот эти карты, они скажут вам, вызовем его, о его любви к вам, его желанием быть с вами на 8 марта и вообще быть с вами. И вообще 8 марта тоже показывает, как он относится вообще к архетипу женщины, потому что это супер важно. Может, вам нравятся какие-то аттрактивные в нем черты, но главное, какой он будет, как с ним будет жить, как он относится к женщине, к партнерше и так далее. Да? Если вы мужчина, тоже можно смотреть расклад, кстати, потому что он может вам помочь, дать вам намек, как нужно себя вести и так далее. Итак, вышли спорные карты две. Codependency и Express Your Love. Codependency – это созависимость. Это карта, когда вы размышляете на эту тему. Когда вы размышляете на тему созависимости в вашей паре. Может быть, вы живете вместе уже, может быть, вы женаты, или ваши отношения уже вот, они как бы устоялись, может, месяц, 3, год, 30 лет. Неважно. Главное, что эта карта отображает то, о чем вы сейчас подумали. Или, может быть, вы даже не допускаете себе такую мысль, потому что вы не видите выход из этой ситуации. Может быть, те, которые меня слушают, некоторые из вас, убеждены, что мужчина вас использует, что вы даете, вкладываете в любовный очаг намного больше, чем он вкладывает. Может, у вас уже были свидетельства тому, что он каким-то образом вас использует, манипулирует вами, делает все так, как ему выгодно, удобно. Карта называется созависимость. Может быть, вы грустите по этому поводу, потому что вы разуверились в его чувствах, вы чувствуете, что а где вы в этих отношениях? Где ваши нужды, ваши needs? Вообще, вот когда мы говорим о нуждах, я должна или же мне нужно, здесь уже есть пунктик. Лучше сказать «я хочу» вместо «мне нужно». Ну, например, «мне нужно поесть завтрак». Нет, я хочу поесть завтрак. Разница огромная, да, нужно впихиваем в себя то, что не любим есть, и оно вряд ли будет полезным. А я хочу поесть завтрак, вы едите то, что вам вкусно, и в меру полезно. Точно так и здесь. Мне нужны эти отношения или я хочу в них быть, вы себя спрашиваете. Может быть, вам нужны какие-то эти отношения по другим совершенно параметрам, и есть другой интерес, или у него есть к вам другой интерес. Может быть, вы больше зарабатываете, или он. Может, здесь экономическая зависимость квартирного вопроса, другая еще зависимость, навязанная, может, ментальная зависимость, когда другой партнер ваш, или вы, или тот партнер, с которым вы, внушает вам, что без него вы ничего не можете, что он умнее вас и так далее. То есть зависимость какая-то есть у некоторых. Хочу сказать, что не бывает людей полностью освобожденных от созависимости. Немного созависимость всегда будет, но ее всегда нужно держать под контролем. То есть любовь с мужчиной – это да, это взять и дать, это честные, любовные, товарно-денежные отношения. Не зря же Венера управляет и любовью, и товарно-денежными отношениями.
Ребенку мы даем все бескорыстно, но там пунктик, если ребенок становится главным, и у вас есть еще мужчина. Когда вы готовы себя положить на алтарь ребенка и всю жизнь, даже если они взрослые дети, вы делаете ребенка слабым, и он зависит от внешнего мира. То есть ваша любовь делает его козависимым, зависимым от вас. И такие дети обычно они неудачники, потому что они не могут стоять крепко на своих ногах, они ищут помощь из внешнего мира. И в то же время, делая это, мы, мамочки, все делаем это меньше или больше, но я здесь хочу вам сказать, что старайтесь не делать этого. И тем временем вы имеете отношения с мужчиной, где эти отношения уже они стали неинтересными вам, потому что ребенок на первом месте. Если у вас козависимость, сплетение, такое сплетение, как такой плющ вас давит, душит, это козависимость с детьми и тоже с вашим партнером. Здесь эта карта дает вам возможность исцелиться от этого. Потому что Таро показывает, как есть голую правду. А король-то голый, голую правду Таро показывает. И оракулы тоже. Оракул тоже самое Таро, да? Бывает даже лучше. И выразите свои чувства к нему. Мощный расклад. Сейчас я возьму еще карты. Это будут мысли мужчины. Это будет чувство мужчины. И как он собирается отметить праздник с вами. Третья карта. Ну, будем смотреть. Я хочу сказать, что этот расклад, он может вам помочь в любое время года, независимо от 8 марта, потому что мы иногда, девочки, даже обижаемся, что ну ладно, принес цветочки на 8 марта, но там о цветочках отдельная тема. А я хотела бы, чтобы всегда ты ко мне относился как к равной себе, да, и так далее. Потому что 8 марта это не о цветочках, это о равнозначности мужского и женского, янь и инь, да. Итак, мысли мужчины, вызовем его на разговор. Смотрите, это очень хорошая карта, написано «Calling in your soulmate». Он считает вас другом души. И вот тоже король Пентаклей здесь, вернее, король рыцарь вышел. И я начала расклад с этого, что мужчина вас уважает как достойную партнершу к равноправию. Потому что души не имеют пола. Абсолютно, да. И, как я сказала, вот именно тема расклада, что если у вас есть intimacy, как сказать intimacy? Выскочило русское слово, но оно прямо на языке intimacy, девочки, напишите в комментариях. Интимность, да, ну вот интимность, не обязательно только сексуальная, но не сексуальная интимность, то есть от души к душе, вот это друг души. Это вот такие мысли о вас. Замечательно, я бы сказала, совершенно замечательно. Теперь мы смотрим его чувства к вам. Я все карты оставляю на столе, они все важные. Конечно, может, кто-то выбрал себе колоду, но в любом случае смотрите все видео. Смотрите, здесь вы невеста. Невеста в картах, в оракулах Таро всегда означает перемены. Let your friends help you. Здесь ваши подружки, они помогают вам нарядиться на ваш wedding day, на день бракосочетания. И спрашивается, что такое это его чувство. Ну да, он хочет помочь вам стать невестой для себя. Может быть, для кого-то, и я со смелостью могу сказать, что для многих даже, на 8 марта он готовит то заветное колечко, станет на колени и предложит руку и сердце. У многих девочек это проиграется однозначно. Может быть, он специально приурочил это к празднику. Это так прекрасно именно к этому празднику, когда 8 марта о том, что равнозначные партнеры в браке. Какая прелесть, если он так сделает. Это очень красивое предложение руки и сердца. Невеста — это перемены. Это может быть ваши подружки. Какие его чувства? Может быть, вы уделяете время подружкам. И знаете, так бывает, вот особенно у людей, кто живет вместе. Подружка позвонила, и вы щебечете по телефону, и такая радостная, и так encouraging, так, знаете, ее поддерживаете во всем, так ласково с ней. Положили трубку и с ним говорите, как на автомате, может быть, даже жестко или же апатично, неинтересно и так далее. То есть отвечаете резко, как бы, ну, вы не знаете, чего от него еще ждать. Вы знаете, у вас каждый день похож на другой. Это бывает у тех, кто женат долго. Знаете, иногда можно посмотреть фильм. Мне очень нравится Ингмар Бергман.
или Берман по-русски, по-моему, говорится, да, у него есть такой фильм, и это фильм 6 часов, в принципе, да, «Сцены из семейной жизни». Иногда даже можно не смотреть, а просто слушать, что там говорят. Хотя у него камерамен, у него оператор бесподобный тоже. Там многое можно взять. Многое можно взять. Ну, я ничего не пропагандирую, мне этот фильм ничего не заплатил. Но я просто рекомендую. Называется «Сцены из семейной жизни». Он уже был, ему было 82 года, когда он сделал это. Именно это произведение, оно много очень наград получило. Там идет вот речь об этом, когда люди так долго знают друг друга, и сходились, и расходились, всякое было. Понимаете, есть такое понятие, если вы не ссоритесь, вы не можете тоже иметь близость. Но ссор должно тоже быть в меру, они должны быть по делу, а не просто так, да, чтобы какие-то якоря свои подключить. То есть это говорится о том, что быть intimate, быть интимными во всех отношениях, как друзья души. И его чувства такие, что, может быть, у кого-то проиграется, я не скажу, что у всех, но, может, у кого-то сама эта идея вам поможет, даже если у вас это не проигрывается, что вы с подружками, вот вы ласковая, да, или, например, на улицу очень красиво одеваетесь, а дома в халате ходите. Такое может быть. Девочки, напишите, если я правду говорю. Я никого не хочу обидеть совершенно. Просто считаю каналы карт. Кто, может, не знает, что когда предсказатель читает каналы карт, это не то, что я хочу что-то сказать от себя. Так вышла карта, вы видите сами. Вот, может быть, он хотел бы через эту карту вам сказать, что, «Эй, послушай, подружки подружками, это вообще друзья должны отойти на второй план, когда есть отношения». Но у вас, друзья, не отошли на второй план. Может быть, у него вот эта карта не так вас касается, а как его. Может быть, у вас отошли друзья на второй план. Может, это невеста, это он. Ведь мы же знаем, что мужчина и женщина — это 50/50, то и другое. Да? Наоборот, через мужчину больше женщина проявляется, потому что это его внутренняя суть. А через женщину больше мужчина проявляется, потому что это ее внутренняя суть. И, может быть, это он, это невеста, который с друзьями проводит время, и там он и балагурит, и там он такой вот свой парень, а с вами он может быть жесткий, сухой, равнодушный. И может быть через эту карту, потому что это его чувство, он хочет повиниться перед вами. Он, может, вам хочет сказать, что он знает, что это нехорошо, что он делает, и он готов вести себя по-другому. Ведь это тоже может быть. Сейчас это будем рассматривать. Я немножко карты распределяю, поскольку я знаю, что не важно уметь читать карты. Карты будут в любом случае с вами разговаривать, потому что посмотреть расклад — это только 50%. Другие 50%, когда расклад начинает с вами работать, и он становится для вас понятен интуитивно. Вы даже о нем не думаете, но он меняет ваше мировоззрение со временем. Это естественно, это понятно. А вот эта карта скажет именно, как он себя будет вести на 8 марта, да? И еще раз хочу сказать, что она может просто показать в любое другое время года тоже. Так, что мы здесь видим? Getting to know each other. Это потрясающе. Просто у меня мороз идет по коже, вам скажу. Потому что это именно то, о чем я говорила. А intimacy, близость, вот слово близость, наконец-то оно появилось, стало передо мной. Intimacy — это близость, это интимность, да, но интимность — это же не русское слово, близость. Близость душевная, друг души. Близость духовная, близость физическая. И близость не сексуальная и сексуальная. Вот эта близость, нужно узнать друг друга, получше узнать друг друга. И это вопрос тот, который я задала в начале расклада. Если бы перед вами стоял человек, вот ваш клоун называется, да, или клоун, по-моему, я не помню, как называется, то есть, но это не клоун, что в цирке, это сделанный человек по вашему образу, подобию, ну, по характеру и по всему. Хотели бы вы выйти замуж за такого человека? Вот ваша копия, но только если вы хотите в противоположном поле, да? Хотели бы ли вы выйти замуж за этого человека, за себя саму? Вот вопрос вот на засыпку. Если нет, если ответ нет, так вам нужно узнать себя получше. Узнать себя получше. Потому что в своем мире вы все можете. Вы можете культивировать то, что вам нравится в себе.
и прорабатывайте страхи и комплексы, которые вам мешают жить. Потому что счастливый брак — это не выбрать друг друга, которые, знаете, одни только такие оба в мире есть. Нет, это когда очень любовное воспитание ваше было, и вы просто умеющий любить человек. И другой человек тоже, он, правильное воспитание, он умеет любить. Когда сходятся друг другом люди, кстати, так было во многих традициях. А я сейчас особенно говорю о традиции израильтян, потому что это в какой-то мере моя традиция. И почему мы были так, восставали против вот этого брака, когда родители находили невесту и жениха. Но в этом есть столько мудрости. Конечно, можно видеть и плохое, и есть плохие примеры, но сама идея за этим стоит, что родители смотрят на семью, смотрят на родителей, смотрят, какие отношения между мужем и женой, как они воспитали ребенка, в любви или нет. И они решают, это будет хороший партнер дочери, которую они любят, или нет. Если отношения между родителями плохие, если дети были, мальчик, или девочка, да, воспитаны в страхе, еще в чем-то, в отвержении, в холоде, это не будет хороший партнер. Он может быть хороший партнер, если он начнет работать над собой, если он сможет это переделать, это переделать все в золото свое, как алхимически, да, взять свинец и переделать его в золото. Свинец — это самый тяжелый металл. Это алхимическая идея трансформации изнутри. Да? Это когда самое тяжелое детство, самое тяжелое отношение, к которому человек был exposed, видел, а человек их переделывает в золото. И если вы увидите в этой карте то, о чем я говорю, что-то у меня такое серьезное сегодня предсказание, наверное, интересно. Я сама, когда пересматриваю, мне нравится, что высшие силы мне говорили, а я вам передавала. А девочки, пишите в комментариях. Я не стараюсь там что-то закомплексовать, наоборот, я стараюсь разрулить все это дело, да. Getting to know each other. Узнать друг друга, узнать себя, узнать, что вам в самой себе нравится, а что нет. И таким же образом он должен с собой разобраться. И тогда вы узнаете друг друга новые, обновленные. Знаете, как преображение. Ведь христианская тоже моя традиция. У меня наполовину. И вы прекрасно понимаете, что когда Христос взял своих самых любимых учеников на гору преображения, Он преобразился перед ними, но они этого не поняли совершенно. Потому что это было его преображение. Вы поняли, да? А не их собственное. Их собственное преображение будет там down the road, когда Христос уже погибнет. К сожалению, так часто бывает, да? Их собственное преображение. Эта карта говорит о преображении. Я привожу примеры и религиозные, и любые, вплоть до злободневных. А потому что карты так говорят. Они говорят примерами, если вы понимаете, о чем я. Узнать его поближе. Узнать его радости, печали. Ведь иногда мы видим партнера однобоко, и мы думаем, что это все. Вот это он в этом. И, конечно, с таким человеком скучно жить, который однобокий, который к вам приспособился, вы к нему, и все время одну сторону лица показываете, да? Как часто у артистов мы видим только одну сторону лица, самую выигрышную. Опять же, вернемся к тому Бергману. У него есть такой фильм «Персона», где очень страшная такая заставка там есть, когда одно лицо поделено напополам, как две женщины стали одной, а одна половина отличается сильно от другой. И может быть внешне вы и внутренне, и он внешне и внутренне разные люди. И вам будет интересно узнать его, даже если что-то, что вы будете discover, то есть вы что-то обнаружите в нем, что будет для вас или странно, или опасно, или страшно, или вы не примете сразу. Страшно в том смысле, что вы не ожидали этого от него и так далее. Я не говорю страшно, что он может быть жестоким. Нет, не об этом. С жестокими людьми, с пьяницами я никому не советую продолжать отношения. Пусть они справятся. Вообще можно, если очень любите, но он должен справляться со своими проблемами. Человек не может продолжать жить в проблемах и мучить близких. Да? Так вот, о чем я сейчас? Можно расширить сознание по этому раскладу. Вот 8 марта именно такой вообще расширил сознание всего человечества, когда мы поняли, что если так анатомически посмотреть, женщина и мужчина то же самое, разница только половая. Все остальные органы работают по тому же принципу, включая головной мозг. Да, может быть, очень умная женщина, очень умный мужчина, может быть, не очень умная женщина и совсем не умный мужчина, вне зависимости. Меня иногда спрашивают, возможно ли дружба между мужчиной и женщиной. Неправильная фразировка.
возможно дружба между людьми, независимо от их пола. Когда не виден пол, дружба возможна. А когда виден пол, пол возникает, то есть, он вступает в силу, вступает в права, тогда это уже не дружба. Между мужчиной и женщиной дружбы не может быть. Потому что вы уже видите его как мужчину, а он видит вас как женщину. То есть вы видите противоположность полов, а значит уже есть этот такой заряд молнии между вами. А независимо от пола, между кем угодно может быть дружба. Дружба с собой, если у вас это дружба с собой. Я хочу закругляться, потому что я чувствую, что я копнула до такой степени глубоко, что, наверное, я за собой не помню такого сильного расклада. И причем так открылись небеса. Вот это мощь. Девочки, не мое это все. Это я беру из космоса, откуда пришло, туда и ушло. И кому нужно, тот услышит. И тому я помогла. С удовольствием помогаю. Узнайте себя поближе. Узнайте его поближе. И не испугайтесь то, что вы узнаете, а наоборот, с интересом. Я всегда говорю, что нам интересны другие люди не потому, что они такие, как мы, но мы же себя знаем, а потому, что они другие. Потому что они по-другому видят мир, по-другому воспринимают мир. И это всегда очень интересно. Энтузиазм познания, а также энтузиазм, что будет дальше. Вот это двигает отношения вперед. И вот эта карта, она отвечает на вопрос, а хочет ли он с вами встретить праздник 8 марта, что-то подарить, прийти на свидание, быть ласковым и так далее. Да, хочет. Он хочет узнать вас ближе. Он хочет узнать вас ближе, ему все о вас интересно. Наверное, буду закругляться, потому что очень устала. Огромное спасибо за записи, огромное спасибо, кто спонсор канала, огромнейшее спасибо, потому что, может, вы не знаете, что спонсорство канала – это не подписка. Подписка, она безоплатная совершенно. Спонсорство – это когда вы решаете помогать каналу развиваться, и это не только помощь тому, чтобы я имела средства для развития моего канала, нет. Половина, даже, по-моему, больше, чем половина, идет на то, чтобы другие работники YouTube сделали возможным нашу встречу. Так что это замечательно, что кто это сделал, но вы не должны мне абсолютно ничего и никому. Вот еще хочу сказать огромное спасибо за лайк, если моя работа, как говорят, вам зашла, уже на современном таком сленге, то есть вам помогла, и дизлайк, если не помогла. И я буду с вами видеться. Я знаю, что вы еще придете, потому что мои карты могут вам очень здорово помочь. Когда идет подписка, когда вы подписываетесь, это безоплатно абсолютно, вы это знаете. Плюс вы не подписываетесь на меня такую хорошую, ни в коем случае. Вы подписываетесь на мои видео. А значит, вы подписываетесь на вот эту помощь. Так что это того стоит, на мой взгляд. Я вас всех люблю, обожаю. Для меня вы очень ценные люди, и я горжусь, что я могу, у меня тоже есть такое чувство honor, то есть честь вам помогать. Будем видеться. Всем добра и любви. Огромное спасибо. Пока.